Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что мы этим вечером вместе. 20 число января сейчас на календаре, и 19 часов по Киеву, 20 по Москве, по Европе и того раньше. Игорь Мосейчук на связи прямо сейчас. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую вас, Александр. Приветствую наших уважаемых зрителей. Всем большое спасибо за то, что мы, собственно, да, общаемся, за то, что мы регулярно встречаемся и за то, что следим за всем происходящим. Тем более сегодня очень много событий, которые я хотел бы обсудить, но не превращать это в комментарии отдельных вспышек. У нас есть одна глобальная проблема у всех украинцев. Это нежелание Зеленского, неадекватное решение Зеленского в отношении завершения войны. И это сегодня проявилось просто необыкновенным образом. Просто вот уже каждый, уже слепой увидел, глухой услышал, уже там, я не знаю, лежачий встал и сказал, развел руками, что ж ты делаешь, Вова? В общем, сегодня на самом деле это все как бы подчинено вот этой магистральной линии, потому что народ Украины бедствует. У них просто катастрофа на территории Украины. И наша, конечно, солидарность, поддержка. Мы песни петь не будем, как Тина Кароль с Игорем Владимировичем, но тем не менее с этого стоит начать. Это уже не просто, мы часто говорим заложники, да, там украинцы в заложниках. Это уже походу начался отстрел заложников. Вот так, настолько критически выглядит ситуация в Черниговской области, в самом Киеве, в Запорожье и везде-везде. Друзья, ваши вопросы оставляйте Игорю Мосейчуку в сообществе YouTube и закрытом клубе зрителей Шелеста. Милости прошу, там анонс нашей встречи, и, соответственно, можно вопрос задать. Если что-то не успеем, подписывайтесь на Мосейчука, он берет вопросы из наших эфиров, которые мы как бы не израсходовали по тем или иным причинам, а также, конечно, подписывайтесь, следите за его прямыми эфирами, тоже как бы общением, общайтесь, давайте держаться вместе. Традиционно QR-код возле меня — это возможность задонатить и на экран написать, чего хотите. Конечно, всем спасибо большое, суперчат, суперстикеры и поддержку. Значит, почему Зеленский отменил участие на Давосе? Вот такой вопрос сегодняшнего эфира. В конце подведем итоги, варианты. Испугался попасть под горячую руку Трампа. Запретили европейцы и бриты. Отойди в сторонку, пошел вон, дай взрослые поговорят, у нас тут Гренландия целая. Третий вариант. Должен быть со страной в блэкаут. Ровно то, что он и написал. И, в принципе, этот вариант не противоречит предыдущему. Типа, что ты сюда поедешь? Занимайся. И четвертый вариант – это начало атаки против Трампа. То есть, это более геополитически сложный вариант, я сразу объясню. Мы неоднократно и с Игорем Владимировичем говорили, что начинается вот это движение анти-Трамп, и вот сейчас оно пришло к апогею. Сейчас или расчехлят в открытую как бы ружья против Трампа глобалиста, а Зеленский – это первый человек, да? Он не может с ним... Он не может с ним сегодня ничего подписывать или как-то там, поговорить вроде как может, что странно, что не поехал, нельзя, потому что сейчас начнется движение против Трампа. Сегодня и с 4 глазами очкарик Макрон, потому что лопнул сосуд, да, у него, так сказать, он это и начал. Игорь Владимирович, начнем с этой темы, это топ-тема сегодняшнего дня. Чего не поехал? Я выбираю четвертый вариант вашего вопроса, Александр, за маленьким исключением. Я бы его подправил. Это не начало, это апогей. Это фактически начало решающего удара по Трампу, который хотят нанести глобалисты. Вова Зеленский у них как бревно таран. И, естественно, он не поехал. Самое циничное в этой истории другое. Не поехал-то и не поехал. Говорит, подписывать нечего, недоработано. Опять же, возвращаемся к этим нашим 3 богатырям, или, как народ судит, бывалому трусу и как там третьего? Балбесу. Балбесу, да. Кстати, друзья, напишите в комментариях,
кто, по вашему мнению, балбес, кто трус, кто бывалый из этой троицы. Ну, съездили они безрезультативно, поэтому и не летит Зеленский не на Давос. Подождите, а вы как думаете? Ну, сразу, сейчас продолжите. Трус, балбес и бывалый. Ну, мой вариант. Значит, трус Умеров, балбес Буданов, бывалый, потому что он еще со Стамбула 22 года Арахамия. Ну, смотрите, я с вами соглашусь абсолютно, и в ваших словах есть абсолютно логика, я именно так и градирую это все дело. Дело в том, что Арахамия, да, он такой тертый, он бывалый в этих всех делах, и кидать ему не впервые, и бросать. Я просто хочу задать вопрос зрителям, знаете, всем, а я дико извиняюсь. Скажите, пожалуйста, а какую страну на переговорах в США представлял гражданин с 4 паспортами Умеров и гражданин с 3 паспортами Арахамия? Дело в том, что у Умерова есть украинский паспорт, русский паспорт, турецкий паспорт и американский паспорт. В Арахамии чуть меньше. У него есть украинский паспорт, русский паспорт. Ну, я не видел отказа, чтобы он отказался, вышел где-то, потому что по состоянию на 2015 он был гражданином Российской Федерации, когда получал, ну, наше гражданство. И американский паспорт. Вот мне интересно, они Америку представляли на переговорах, Россию или Украину все же? Вот какую страну эти два поца представляли это самое? Ну, как-то, ну, получается, и все это знают в США, это знают в Москве, это знают в Украине. И тем не менее продолжают крутить вот это вот, жонглировать вот этими людишками, так сказать. Поэтому они там ни к чему не пришли, денег им не дали, сказали, будет мир, будут деньги. Поэтому никуда Зеленский не летит. Хотя я хочу обратить внимание, он цинично лжет, рассказывает о том, что в этот сложный момент этот самый... У меня вопрос, а до этого ему ничего не мешало, когда были обстрелы, а он по еврофуршетах бегал? Ничего не мешало? Ничего. Вы же помните Париж, да? Этот еврофуршет такой большой, где кормили там их. И никаких решений, просто посидели, Да, с Новым годом посидели. поздравляли А всех, в да? это время блэкауты. Ну, то есть, и ничего. Так вот, я хочу, чтобы Александр на эту проблему, на эту историю люди посмотрели совершенно по-другому, исходя из Конституции, исходя из прагматики, исходя, ну, из того, что мы знаем и видим. Первое. Энергетика не относится ни к каким обязанностям Зеленского. От слова вообще. Плюс до того, мы все прекрасно с вами понимаем, какой он специалист в энергетике. Да такой же, как и в военном деле. Абсолютно точно. А дипломатия – это прямые обязанности человека, который исполняет обязанности президента. Да? И он должен был ехать, он должен был говорить, удобно, неудобно. Он же так рассказывали, вы же помните, как нам Вова Петров, о котором, я думаю, мы сегодня еще поговорим, он тоже стал сегодня ньюсмейкером дня, так сказать, наконец-то. Этот самый, как он там говорил, что
Зеленский поехал, выбил что-то сделал, это вот. Он должен ехать и выдирать. И Вова Петров нам рассказывал, что это реинкарнация Черчилля, да? Так вот, Черчилль не пропускал ни одной дипломатической возможности, чтобы защитить интересы страны, привлечь, сыграть на международной арене. А тут не поеду. Но если бы он просто не поехал, это было бы полбеды. Но вы абсолютно правильно в анонсе эфира, в начале эфира сказали, он четко сжигает все возможные мосты к любому мирному процессу, Александр. Ему пришло приглашение вступить в Совет мира, который собирает Трамп. Притом Трамп не особо скрывает, что таким образом он выстраивает альтернативу действительно импотентному радбезу, совбезу Организации Объединенных Наций. Зеленский говорит, я очень трудно себе представляю нас, Украину, в Совете мира, потому что там в этом Совете Путин и в этом Совете Лукашенко, ну, Россия и Беларусь. Я извиняюсь, а в ООН России нету, а Беларуси нету. Ну, по логике Зеленского нам надо выходить из состава Организации Объединенных Наций, потому что там есть Россия и там есть Беларусь. Погодите, А это визит в Майами, вот эти наши ходаки, трус, балбес и бывалый, понимаете, и до этого они поехали, тут раз Дмитриев, сегодня Давос, то же самое, вот уже Дмитриев в Давосе, то есть всегда есть Россия, то есть мы не можем... смотрите, мы ж не с Америкой воюем. Мы воюем не с Америкой. Нет. Ну, сейчас Тогда... сложно сказать уже. После Гренландии мы же обязаны защищать Гренландию. Смотрите, тогда у меня вопрос, если мы воюем не с Америкой, то у меня вопрос следующего характера. Ну, а как можно прийти к мирному соглашению, если не будет тех, с кем ты хочешь мир заключить? Ну, никак. Как говорил Трамп, для танго нужны двое. И тут я с ним полностью солидарен. Более того, я скажу так, что я бы делал максимально все возможное, чтобы свести к минимуму участие посредников в мирных переговорах. Потому что каждый посредник хочет иметь свой какой-то интерес, свой какой-то экономический, политический, геополитический интерес. То есть посредники нас разменивают, расторговывают. Это же очевидно. И это с их точки зрения нормально. Только с нашей это ненормально, потому что мы их собираем как воши на кожуха, посредникам. Тут и Франция бегает, и Британия, и США, и все-все-все. Так, а рассчитываться мы чем с ними будем? Что касается Гренландии. Да, Гренландия полностью... Гренландия чья? Гренландия на Божья? сегодняшний момент часть территории датского королевства. Но я хочу напомнить всем, что датское королевство было самым крупным, одним из самых крупных государств в Европе. И территории они продавали, раздавали, Норвегии за газ отдали. Это же известный момент. И я не исключаю, что датская корона и Гренландию продаст Трамп. Никакой военной агрессии в Гренландии не будет со стороны Трампа.
А эти клоуны, европейские глобалисты, говорят, мы отправили в Гренландию войска. 2 человека, 15 человек, 10 человек, 5 человек, войска. Когда с них начали ржать, куры по Парижам и Лондонам падать со смеху начали валиться, то они их отозвали, говорят, мы отзываем войска. А потом, когда жиденько обхезались перед Трампом, то вообще придумали версию. Да мы войска туда-то направляли с Россией бороться. Вот. Знаете, вопрос Гренландии – это вопрос Дании и Соединенных Штатов Америки. По состоянию на сегодня главным партнером Украины и главным возможным гарантом мирного соглашения и будущего нашей страны являются США, да? И когда Зеленский выходит и начинает специально, его никто не спрашивает, понимаете? Вот его же никто не спрашивает. А есть момент, когда лучше промолчать. Они разберутся, за сколько продать Гренландию или как на ней договориться. Но выходит Зеленский и говорит, территориальная целостность Дании. Мы тут, мы вот рядом, мы вот. Понимаете, вы где? На верхней полке, знаете, как говорят. Вот, он это произносит, он это публично. А еще перед Давосом, он сказал фразу, я думаю, после которой Трамп сказал, что ему тут делать нечего. Он сказал, мы с Трампом по разные стороны баррикад. Не так. Он сказал, мы не на одной стороне. Смысл? Ну, тут важно, понимаете, он же хотел как-то зашить что-то где-то. Я, кстати, тоже об этом думаю, что, судя по всему, Трампа просто выгнали. Точнее, Трамп просто выгнал Зеленского как с овального кабинета с Давоса. Вот почему-то есть такое ощущение. И это касается вот вышеперечисленного вами, а также очень интересного маленького такого пункта, да, вот такой маленькой подробности. Это поведение России. Ну, вы заметили, как коалиция наказанных, Дмитриев шутит над европейцами и ставит фоточку желающих и Зеленского. Как ведет себя Трамп по отношению к Макрону? То есть Рютте ему звонит, но Рютте ему опять, тут тоже все говорят, Рютте, вот почему с Рютте он как бы в десна и говорит, спасибо, Рютте, что за звонок, что позвонил Трамп, а Макрона прям унижает, у них прям, это унижение, выставить личное сообщение, где он там растекается в реверансах и приглашает всех после Давоса к себе, там и Сирию давай обсудим, и Украину, и всех обсудим, мой дорогой и любимый друг Трамп, давай к нам. Он его посылает, его журналисты спрашивают, тут Макрон не хочет в Совет мира. Он говорит, так я введу шампанское его вина и захочет. Да и вообще он скоро уйдет, этот Макрон. Да. Чего вы на него смотрите? Макрон и Макрон. Помакронил, да и мать его. То есть вот так. Он очень резко. И причем по виду было видно, когда он давал это интервью. Внимание. Я хочу сакцентировать внимание, что в истории с Макроном надо смотреть чуть глубже. Трамп фактически начал искать союзника, которого он поддержит на выборах президента Франции. То есть он говорит, да все, через 2 месяца его не будет, да, этого парня, вообще не обращайте на него внимания. И тут же дает посыл. Но если они, это он имеет в виду Францию, вернее то, что Макроны превратили Францию, потому что, Господи помилуй. Вот. Если они не услышат и продолжат линию Макрона, то я введу на вина, на шампанское, и мы посмотрим. Тут вопрос еще в чем. Вот приехал 4 глаза, говорят, там
сосуд лопнул, чи жена по роже заехала. А что это, не кстати, знаю. вы что-то слышали по поводу этой конспирологии? Сразу сейчас начали гулять по сети. Елизавета покойная тоже с такой же проблемой, когда один глаз воспаленный, лопнувший сосуд. Чарльза начали показывать. Короче, всех вот этих представителей элит, ну вот этих голубых кровей, у каждого был период, когда вот что-то такое было. Причем так подолгу не проходило. То есть это не просто там давление рубануло и там капиллярчик лопнул. Что вообще не то. Ну, я, знаете, не люблю такого вида конспирологии. Я склоняюсь к тому, что, учитывая его взаимоотношения с супругой, могла в очередной раз заехать неудачно. Вот. Ну, тут вопрос не в этом. Мы слишком много внимания, действительно, тут надо к Трампу прислушаться. Ну, не будет этого парня через 2 месяца. Вопрос, какой будет Франция? Вопрос. Франция может стать очередной площадкой Трампа в Европе. Учитывая соседство с Италией и позицию Мелани, которая четко ездит на все евротусовки, но четко придерживается линии Белого дома, да, и союзничества с Белым домом. Учитывая все это, глобалисты сейчас у них очень тяжелый момент. Плюс, я думаю, что зная, что глобалисты используют Зеленского как таран против него, против Трампа, он и сказал: брысь, ну зачем он тут нужен? Почему? Потому что фактически мы сейчас станем очевидцами, мы увидим это уже началось, погрома, который Трамп устроит глобалистам в Давосе. То есть ихняя площадка, это площадка глобалистов, которой много лет заведовал Шваб, известный всем, она сейчас может стать платформой триумфа, европейского триумфа Трампа на самом деле. И к этому все идет. Мы же видим, они на публике делают заявления, а потом смс-ки. Я когда почитал эту смс-ку, я со смеху, честно говоря, со стула чуть не упал, потому что очевидно, что Трамп ее и опубликовал, чтобы показать низость и мелочность, и Ложь. ложь, и то, что это все игра, что это все разводняк, что все пытаются делать. Теперь вы подняли очень интересный вопрос по Дмитриеву. Вот эти челночные визиты Дмитриева четко демонстрируют, что Госдеп находится в тесном общении с Кремлем. Дмитриев в Давос прибыл по приглашению Рубио. Прошу обратить внимание. Не Виткофа, не Кушнера, а Рубио. То есть Государственного департамента США. То есть это фактически говорит о том, что переговоры идут не между просто переговорщиками, а переговоры идут между государственными структурами. Роль Дмитриева сводится, да, к челночной истории, но она легализирована сегодня госсекретарем Соединенных Штатов Америки, фактически. И понимаете, насколько маленькая щель в окне возможностей для Украины осталась, вот просто маленькая. И ту хочет захлопнуть Зеленский в нежелании мира, в желании войны. То, что происходит с Киевом, Киев превращается в мертвый город. Притом превращают Киев в мертвый город не только российские ракеты и шахеды, а и вот эти зеленые гниды, которые не делают ничего,
чтобы остановить войну, второе, обезопасить город. Да людям помочь никто не... Понимаете? Люди, Вот, люди вообще у них на 10-м плане, понимаете? то есть выкатила Свериденко эти кухни, горячее питание. Сижу, ну, елки-палки, вы вообще, ну... То есть есть же ну, какие-то правила, да, при чрезвычайной ситуации. Не бизнес в ДИИ клацать, а дайте, у меня есть генератор и канализация, и там дуйчик какой-то, я хочу там торговать трусами, и он регистрирует типа пункт незламности, и теперь 24 часа может, как бы, да, не это системный подход. А вот мы вытащили горячее питание киевлянам. Ну подождите, у нас вот сейчас Черниговщина, там 87% Черниговщины без света. Вы туда отправили питание? Нет, они пожарят, это прям видно. Они не могут принять системных каких-то решений. Но самое главное, что меня, если честно, ну как бы... И почему на самом деле даже как-то настроение пару дней такое какое-то, ну, знаете, очень прибитое. Но если ты не способен, а это видят все сейчас с точки зрения управления ситуацией, даже такой чрезвычайной, понятно, что ты там можешь деньги сразу распиливать быстро, 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 никто их считать не будет, это режим позволяет. Но тут уже просто ты деньги не распилишь, здесь надо показывать какой-то результат. Они показали какой-то результат, хлоп, следующая ночь, причем не шибко много ракет, ну, по сравнению по меркам этой войны. У нас же было в начале и по 120 ракет, а тут 24, хлоп, точечно, все четко, опять те же 6 тысяч домов, минус по Киеву. Они не способны принять решение, взять и сказать, так, мы не выгребаем, давайте договариваться о воздушном перемирии, как первый шаг к общим договоренностям. Вышел, сказал, дипломатов подключил, а он приводит Малюка, уже непонятно в каком он звании, какой он должности и вообще кто он. Он приводит Малюка, потом отдельно встречается с действующим главой СБУ и говорят, мы составили график операций по России. Да елки-палки. Ровно Ну, а вы Федорова слышали? Мы будем убивать 50 тысяч россиян в месяц. Стой! Это вообще просто, это уму непостижимо. Значит, министр обороны, ему говорят, он сейчас цифровизует все, он там дроны, он там то, он там систему, он там все будет через там интернет, диджитал, искусственный интеллект, будут штурмовики, роботы. Вот такой парень, вот сейчас все будет. Он выходит и говорит, да, у нас цель 50 тысяч в месяц. Чтобы Россия как бы, ну, поняла, что это много и закончила войну. Как, чем, за что? Ничего не понятно. Зато железный купол в смартфоне. И этот директор студии Савика Шустера, Елизаров, у руля этого проекта. ППО. А Да. у меня вопрос. Павел Елизаров, говорят, успешно там создал подразделение лазер, там дроноводов, все может быть. Ну, вы понимаете масштаб подразделения дроноводов и ППО целой страны? Вот буквально перед эфиром разговаривал с родным городом, Лубнами. Там сейчас катастрофа. Полный блэкаут, полностью все, вся. У меня там родные, братья, отец, ну, вся родня там. Весь день над городом летал разведчик, ну, дрон-разведчик. Вертушку подняли во второй половине дня, не знаю, загнали, не загнали, теперь все сидят, я вот пользуясь случаем, знаю, и земляков много смотрят, не игнорируйте воздушные тревоги, потому что ППО у нас кинопродюсеры возглавляют. Вот. Ситуация вообще на самом деле, вы абсолютно, Александр, подняли очень правильный такой вопрос системности решений. Когда идет вопрос об энергетике, вместо системных решений, начиная от предложения воздушного перемирия, которое когда-то предлагалось, да,
заканчивая стабилизацией работы энергетики, вместо этого нам Таню Либерман с хитом подсовывают, как нас греет что-то, не знаю что, Украина. Не, смотрите, раз вы так... Давайте все-таки... Это не популярная история. И честно, я не хочу защищать Тину Кароль, я не хочу это защищать. Я просто, смотрите, это очень важный сейчас момент. Это очень связано с тем, что я сказал, что сегодня там и вчера там принимал Зеленский Малюка и этого Хмару. Короче, по СБУ, да, что мы готовим операции на территории России. Поклада. Да, смотрите, это очень похожая история. Значит, это песня, которую спела Тина Кароль. Это вообще песня блэкаутов 23-го года, какого-то там то ли Запорожья. В общем, влюбленная пара. Они женились. Он композитор, ей написал эту песню. Это песня про двух влюбленных, которые, ну, мы помним, были блэкауты, вот эти тяжелые тоже, по многу сидели без света. И они, ну, в общем, это он ей спел. Она, это, смотрите, это какая случайность вскрыла все ощущение и, ну, вообще положение народа Украины. Она взяла эту песню, откопала, отрыла 3-летней давности, решила записать, ну, как бы поддержать украинцев. Ну, она же думает, что все помнят эту историю, про эту пару, про то, это же все-таки про любовь, и она ж вроде такая вся на позитиве. Я уверен, что ей никто не заплатил. Ну вот почему-то, мне так кажется. Сети, конечно, говорят, что заплатили. Но это показывает, как люди оторвались. Мы с вами неоднократно в эфирах обсуждали. Люди оторвались от жизни. Вот эти либерманы, вот эти Зеленские. То есть... как вам Кулеба, Александр? Кулебы, понимаете, сидит в Дольче Габбаны за 2500 евро кофточки и говорит, давайте ходить в рестораны, поддержим бизнес. То есть они оторвались... Смотрите, это опять же о системных решениях. Бизнес поддержать необходимо. Знаете как? Надо на период блокаутов отменить налоги. Да, и по аренде решить. А так выходит, люди платят аренду, зарплату работникам, чтобы не потерять, потому что дефицит рабочей силы. Коммуналку. МВФ нам рассказывает, что субсидии все отменить и так далее. А вылазит эта морда в свитерке Дольче Габбана и рассказывает, что пойдите в ресторан. Ну, я дико извиняюсь, дорогие лубенчане, земляки мои, ну, вы можете в ресторан в какой-то пойти вот сейчас? Вот, то есть человек оторван тоже насколько от всего, что то с лопатами страну защищать идет, только сына не пускает вооруженные силы, то в ресторан с Дольче Габбаной, то на концерте там с супругой тащится. То есть вообще какой-то сюрреализм. О предпринимателе действительно никто не думает. Но думать же надо не чашечкой кофе или походом в ресторан, а системно, как вы правильно говорите, отмена налогов, вопросы с арендой, ну и так далее, и так далее. Этого ничего нет. Остатки бизнеса уничтожаются, Гетьманцев энд Компани вводят налог на ФОП. Ну, и на фоне этого... Я прошу прощения, вы так просто так сказали, МВФ. Это же вершина цинизма. Я могу показать, хотя лучше, ну, все видели это видео. Смотрите, Кристаина Георгиева, она несколько дней была в Киеве. Она обнимала Зеленского, как сына родного, говорила, вы такие мужественные. А он сейчас начал там записывать начитку американскую, типа с переводом, что вот, типа обращение, спасибо МВФ, такие вы молодцы. Она выходит на каком-то форуме и говорит, у вас есть субсидии на тепло и свет. Мы понимаем, почему государство вам их дает, но нужно от этого избавиться. Вы, украинцы, сильные. Вы вот как лев. Вы утром должны проснуться и рычать. И вот так. Рррр, рррр. Да елки-палки. Все сидят и смотрят. Ё-моё, Кристалина, ты ли это? То есть мы должны как бы без субсидий, без ничего сидеть и рычать по утрам. А ты тут не только рычать, ты выть начнешь по утрам. И многие воют.
И вот мы там вспоминали с вами вот этих, ну, там, Кулеба, там, Тина Кароль, хотя, конечно, народ ее порвал, вот порвал. И я уверен, что вот это тоже еще аукнется, вот это состояние народа. Уже выходят эскортницы, блогерши, которым Буданов медаль вручал за содействие органам, и говорят, ты тоже сидишь без света. И, ну, смысл в том, что мы уже больше ненавидим украинскую власть, чем российскую, ну, чем оккупанта. И она прямо об этом пишет, говорит, ставьте лайки. Ну, и поставили люди лайки, потому что так к тому все идет. Потому что, Александр, это то, о чем я говорил не раз. Невозможно не прийти к миру, не остановить войну. Я уже молчу там о каких-то победах, да? Но невозможно, когда у тебя в тылу власть действует как враг. Есть внешний, да, который летит, а есть внутренний. А внутреннего ты ощущаешь, ты видишь. Вот сегодня идет по Киеву этот депутат Киевсовета. Хрясь, упал, переломал хребет. И там погнал на Кличка и тому подобное. Я, опять же, ну, я не адвокат Виталия. У меня к нему претензий к окружению вообще. Но это же, наверное, не Кличко, а Зеленский назначил главу военной администрации города, глав районов, которые отвечают за коммуналку в этих районах. Смотрите, ночь нанесен серьезный удар не только по Киеву, а и по Днепру. Утром. Так как бы вы ни относились к этому Филатову, но прийти утром с обыском в мэрию после обстрела, это ж надо иметь вот большое такое понимание ситуации. Типа в этой мэрии коммунальщики, которые под ней работают, они должны заниматься обысками, а не ликвидацией последствий, ну, ночной атаки. Понимаете? То есть системность есть только одна. Кого-то загнать, кого-то подоить, с кого-то поучить, где-то украсть и так далее, и так далее. Приходят новости из Давоса. Значит, Буданов, он там находится, да, глава офиса президента, делает вот такое заявление. Я считаю, что его надо прям вот сейчас рассмотреть. И, может быть, по-другому откроется какая-то, ну вот вообще взгляд на другую ситуацию. Мы на пути к кардинальному решению нашей войны. Не могу сказать, что мир наступит завтра. Если кто-то так говорит, это точно неправда. Но для этого делается много усилий. Мы двигаемся. Есть сдержанный оптимизм. О каком сдержанном оптимизме говорит Буданов? Да ни о каком. Я думаю, это пиарщики написали ему сообщение, там Андрей Юсович, кто там через Золотарев. Дело в том, какой может быть оптимизм, если руководителя твоей страны, твоего начальника фактически выгнали с Давоса. Ну, какой оптимизм? Скажите, пожалуйста, на каком этапе переговоры по воздушному перемирию? Вы вспомните, на него были все согласны. Но Малюк, Хмара, Поклад, операции, все это раз. Во-вторых, ну, я, честно говоря, Александр, спецслужбы, они для этого и спецслужбы. Чтобы вы много видели встреч Путина с руководством спецслужб своих. Да Ну, нет. раз-два в год по каким-то Раз праздникам. на общих мероприятиях, на которых обсуждается стратегия страны, правильно? Нет, ну он в кабинете тоже встречается. Ну, там, или к празднику, или что-то там, если что-то произошло. Ну, типа Крокуса, Но или что-то рабочих такое страшное. совещаний по каким-то спецоперациям никто никому не показывает. И о них не рассказывают, и не говорят. Понимаете? Это вообще история
Ага. А давайте поговорим о спецоперациях. А вот Поклад поймал там того, кто взяли в плен, того, кто там расстреливал наших пленных в Курской области. Ну, я бы за Курскую область вообще помолчал бы, потому что до сих пор не разобрались, где пропавшие без вести, кто в плену, кто где. Людей судят за терроризм благодаря Зеленскому, Стефанчуку и Сырскому, понимаете? А они рассказывают, что взяли в плен. Я думаю, что родным и близким пропавших без вести и пленных важно было бы узнать, что с их родными, и вернуть их в первую очередь. А тут все делается ради пиара. Я боюсь, что в один прекрасный день мы увидим сообщение о встрече Зеленского с псом-патроном в кабинете, потому что там уже кто только не перебывал. И Так а зачем это? всех показывают, фотографируют, Стерненки, притулы. Вот. Он замазывает всех собой? Да, Зачем? да. Одна наша коллега там задает мне вопрос вот буквально сегодня. Говорит, ну вот зачем он этого, ну, Стерненко притул, притянул? Вот у них же отъемный рейтинг. Ну, э, логика какая? Я говорю, логика, а очень простая. А вы что не поняли, что мы стали свидетелями дворцового переворота? Убрали Ермака, выбивают его клиентел, тех, кто его обслуживал, тех, кто с ним работал, и заводят соросят, ну, как мы их называем. То есть представителей этих обществ, которые давно на подсосе и работают на иностранные государства, и на агентов. Значит, сегодня Кубракова назначили советником. Я хочу обратить внимание, я точно знаю, что Василия Васильевича Малюка сдерживал Андрей Борисович Ермак в вопросе открытия уголовного дела по Вове Петрову, по пропагандону этому, который сначала русский мир пропагандировал. Вы понимаете, вот нонсенс. Человек, вот там Шелеста вечно что-то придумывают за Луганск, ну, рассказывают, еще что-то. Мосейчука там где-то клеймят, что не то что-то сказал там. Вы представляете, что бы с нами сделали, если бы у нас в студии сидел командир какого-то отряда ДНР или ЛНР? Да расстреляли бы заочно. Не, ну подождите, Гордон тоже это со Стрелковым, помните, интервью брал на флешку для Гааги. Да, только только Гордон это же другая история. Он же сотрудничал с конторой давно и, я думаю, очень давно, потому что многие его звездные интервью даже старых времен, да, они без содействия конторы, ну, просто как-то, ну, не срослись. Он там сейчас у себя в канале любит печатать старые фотографии, пишет, фашистка такая, фашист такой, а тогда съемки-бомки были, ну, вы помните, да, это все дело. Но вопрос, смотрите, по Петрову вопрос следующий. Возбуждено уголовное дело, 111 статья. Я хотел бы про 111 отдельно поговорить. У нас за высказывания, которые, ну, несравнивы мы с высказываниями Петрова, людей по 111 позакрывали от фонаря кучу. Вообще не понравился? Пошел, пошел. И так далее. Фактически самую тяжелую статью превратили в политическую. Ну, грубо говоря. Надо разобраться с политическим оппонентом.
получи на лоб 111, и все. Я знаю, люди, общественность, волонтеры создали телеграм-канал, кстати, рекомендую всем подписаться, база 111. И там ведется реестр. Реестр пропагандистов режима Зеленского. Людей, которые оправдывают диктатуру, которые оправдывают беспредел ТЦК, которые оправдывают коррупцию окружения Зеленского, ну и так далее, и так далее. Там не один Петров, их там хватает. Вот. Так знаете, что произошло? Они увидели эту базу, они поняли, что ней будут пользоваться не только в Украине, чтобы потом не забыть их притянуть к ответственности, но и за границей. Они понимают и помнят, что во время Второй мировой, по результатам Второй мировой, пропагандонов Геббельса приравняли к офицерам СС, которые сжигали людей в камерах, потому что они это оправдывали. Они понимают, что надо будет нести ответственность, им такая база не надо. Они идут, вдумайтесь, друзья, к главе комитета, ну, по случайности стал главой комитета по свободе слова Ярославу Юрчишину. Если кто не помнит, это тот нардеп, который в прямом эфире на заседании парламента вносит в Убровся и козявкой жрал. Идут к нему и говорят: вот, враги создали такой реестр. Юрчишин идет и пишет заявление. Правоохранительные органы, что вот угроза нацбезопасности. Целую базу пропагандонов создали. Угроза нацбезопасности. Ну, и там такие занимательные люди, так я так полистал, мне попалось, так думаю, ничего себе. Как бы кто-то сознанием дела, так сказать, подходит к этому вопросу. Ну, Александр, самое главное, что нас полиция возбудилась. Возбудили дело. Так подождите, Из парня схватили. миротворцы, разного вот эти все реестры зрадников, там же тоже, в принципе, то же самое. Публичная информация, просто они собирают всех в одну кучу, и это уже 10 лет. Потому что это уже режим за Фаберже, ну, взяли, понимаете? Это же обслуживающий персонал, медиа, проституток этого режима взяли за Фаберже. И они выть начали. Они выть начали реально. Так это начало, ребята. Еще будет проект Мародер.ua, где все, кто вот эти тендера во время войны, ну, делал, они все там тоже будут. Чтобы потом, когда у них Вова сейчас бежать должен со страны. Нет, подождите, смотрите, то есть вы, во-первых, давайте так разложим. Он же там, у него бронь на кладбище. Была. Да, все возбудились. Я причем 2 понедельника подряд вчера в эфирах говорю, ну там, так это же позор. Говорит, ну позор и позор, а им все равно. Они вот Зеленая некрофилия. Они работают на офис, им все равно. Ну и что, типа, да? Ну так как, ну это же... Нет, сегодня, 20 числа, сообщили официально, пришел, уволился. А там же подняли немножко зарплатку, 73 тысячи гривен, от предприятия, на котором ты фиктивно работаешь ради брони. То есть я даже вообще могу, ну, предположить, что он, может, и зарплату эту не видел, она ему 300 лет нужна, 73 тысячи гривен. Он просто получал зарплату, отдавал кому надо, ну, там, на это же предприятие. У него бронь, у этого человека зарплата. Коммуникация на кладбище ведется. И так вот они договорились полюбовно, это все прикрывает офис, и нормально. Но нет, заставили уйти, потому что у военного в тылу зарплата 20, 25, 30 тысяч гривен потолок. А у него 70. А у него 75. Да, так вот, тут еще ж надо учесть, что Вова ж не просто Вова. Он во время войны купил 6-комнатную квартиру на улице Васильковской в Киеве. 6-комнатную? 6. Теперь надо бежать. А в Испании домик есть. Мы, кстати, адрес знаем.
Вот. И, понимаете, Зеленский защищать не будет. Ермака нету, Зеленский защищать не будет. А учитывая, что Вова там и в конторе нахомутал, ну, разных вещей, то еще и прилететь может. Завтра підозру на Вову прицепят, послезавтра еще что-то произойдет. Бежать надо. Бежать. Хотя режим, который ты облизывал, вылизывал эти зеленые задницы. Все, просто концентрация врагов такая, что уже все. Есть еще Сережа Иванов. Так тот вообще на фирме забронированный, частный. Правда, фирма в энергоатоме через шлагбаум тендеры выигрывает постоянно. Игорь Владимирович, сейчас, ну, опять мы в прямом эфире. Друзья, всем большое спасибо, что смотрите. Пожалуйста, поставьте лайк, готовьте свои вопросы. Будем выходить на сессию ответов на вопросы. Обязательно, значит, поэтому готовьте. Я вот просто, смотрите, не могу понять двух моментов. Я уже сказал, что на форуме сидит в костюме сидит Буданов. Говорит, у меня сдержанный оптимизм по поводу переговоров в Давосе. А Зеленский сейчас пишет, больше миллиона людей в Украине без света сейчас. Параллельно с этим выключили почему-то в Киеве Оболонь, хотя там не заявлялось никаких повреждениях после вот этого повторного удара. То есть днем к вечеру, ну, после обеда было тепло, а потом раз что-то и выключили. То есть разбираются, то есть непонятно. Было, раз не стало. То есть понятно, да, вот Буданов говорит, все хорошо, Зеленский говорит, вот смотрите, люди без света, я тут не могу отлучиться, сижу там, горячую кухню раздаю или что-то там, что он делает, да, там, как бы провода крутит, там, или что он там может предпринять. Или как вот эти хохмы, да, рассказывают, запустили насосы, а в котле торчит ракета. Ну, такие специалисты, понимаете? Тут же тоже, это тоже, кстати, очень такая непаханное поле тема, да, по вымыванию уже сейчас потенциала рабочих рук и, ну, в принципе, да, людей, которые соображают в системах отопления, коммунальщиков, водопроводчиков, ну, вот, людей, которые понимают, что к чему, что куда идет и запитано. Поэтому я вообще не удивился, когда рассказали эту хохму, пустили ТЭЦ или там котельную, а в котельной ракета торчит. А они не в курсе, они кнопку вкл-выкл, дальше они не понимают. У меня очень другой момент сейчас, самый острый. Тут публикуют мониторинговые паблики, что на протяжении недели подготовили уже 2 орешника по Украине россияне. Значит, 3-й, получается, и 4-й орешник по Украине. Как вы думаете, будет ли с боевой частью? Будет ли удар по Киеву орешником? Ну, по Киеву не в плане там, вот, разрушить Майдан. По Киеву. Ну, то есть в Киеве районы промышленные, есть в Киеве, есть куда бить. То есть имеется в виду, что это, ну, как бы, это Киев. Сам факт, что это Киев. И главный посыл. Ну, вот сейчас опять разогнали по поводу Чернобыля, качали по поводу сейчас вот чуть ли там, знаете, у россиян неточное оружие, они будут стрелять по подстанции, а попадут в АЭС, будет катастрофа. И это все искусственно разгоняет КУР, Киев, депутаты и все на свете. Это ведь точно под Давос. Но картинка не сходится. Буданов говорит, все хорошо, оптимизм у него, а тут вот такой мрак. Ну, мрак будет продолжаться. Я уверен, что Киев будут превращать в мертвый город. Прилетит ли орешник по Киеву? Вполне вероятно. Будет ли боевая часть в зависимости от объектов, по которым будут наноситься удары? В отношении точности, Александр, хочу вам сказать, вы посмотрите, в Киеве выбивают инфраструктуру и нету жертв. Да. Это про точность. История с Чернобылем, ну, это сигнал. Это сигнал. Это сигнал. Это Гросин написал. Это же не офис написал. Это инспектора МАГАТЭ дали информацию. Но это сигнал. А это сигнал, знаете, о чем?
что атомку могут отключить, и станции уйдут в холодный так называемый спящий режим. А тогда будет полностью блэкаут. А теперь еще один момент. Вы заметили целую информационную кампанию «Не выезжайте с городов». То есть будьте живым щитом. Будьте живым щитом. Вы выйдете, они этого добиваются. Да, они этого добиваются. Что сделали вы, чтобы они этого не добились? Возможно, перемирие воздушное, да, как начало мирного процесса. Возможно, вы сделали какие-то технические, да, решения. Ничего не сделано, но вы не выезжаете. Вы не выезжаете, вы сидите тут, мы вам кашу будем или похлебку какую-то раздавать. Вы вот находитесь здесь. Теперь важный вопрос, на котором я хотел бы, может, даже 3 точки, поставить. Вся эта ситуация с ударами по энергетике нам продают следующую историю. Сейчас придет весна, Да. и все будет the best. Врут подонки. Подонки врут. Потому что никакого the best не будет. Потому что сейчас в морозы уничтожается инфраструктура. Вы просто должны понять, что не просто ударили по котельне, а после удара по котельне при морозе размерзается не успели слить воду, целая система, которую восстанавливать потом очень тяжело. Так вот, они выбьют все, придет весна, придет тепло, да, на солнышко можно будет выйти, погреться на солнышке, но от этого электроэнергия не появится, вода не появится, канализация не заработает. А в результате начнутся эпидемии. Потому что пока не работает холодильник и мороз, то можно подержать на балконе что-то или в окне. А когда придет солнышко, где его держать? Мы и так видим проблемы с продуктами питания в столице. И не только в столице. Понимаете? То есть я на это все смотрю, и я понимаю, что подвесили над пропастью и сдержанно оптимизируются. Да, друзья, значит, давайте перейдем к вашим вопросам, но прежде подведем итоги нашего сегодняшнего голосования. Почему Зеленский отменил участие на Давосе? 3% должен быть со страной в блэкаут. Надо же когда-то начинать. Обычно, когда обстрелы или что-то тяжелое, да, то есть он где-то ездит. А так вот 3% так считают. Значит, 13% это начало атаки против Трампа, или апогей, как мы с вами пришли, да, вначале к выводу. Это вот удар, замес против Трампа. 41% запретили европейцы и бриты, что, в принципе, перекликается с предыдущим вариантом. Понятно, да, то есть запретили. То есть нет, тебе тут не место. А как бы испугался попасть под горячую руку Трампа, это 43%. То есть, видите, как бриты запретили, да и сам особо не хотел, потому что может попасть под горячую руку Трампа. Вот такие результаты. Что скажете? Ожидаемые результаты, ожидаемые люди все понимают. Вы обратите внимание, насколько растет информационное сопротивление режиму, диктаторскому режиму Зеленского. Вы правильно вспомнили о этой блогере, которая награды от ГУР получала, а сегодня заявила, что наша власть хуже той. Вы видите, как было воспринято Таня Либерман переспев песни. Вы видите реакции на сообщения Зеленского, уже накручиваю, не накручиваю, а люди все видят и это самое. Поэтому сейчас режим будет агонизировать. Я предвижу это. Что вы имеете в виду?
Ну, будет агония режима. Тут вопрос, я думаю, что я еще не исключаю ситуации, что вот эти все соросятка, которых он, ну, там, поподтягивал, они когда займут все эти самые, они и его сольют. Что им, какая им разница, что Вова Петров, что Вова Зеленский. Это самое. Тут вопрос в другом. Агония режима, люди взорваться могут. То, что страну от этого разнести может, это да. Но люди на пределе. Люди прямо говорят, и люди знают виновника. Люди прямо говорят, что войну можно было остановить, нужно было остановить. Теперь на одну секунду буквально разворачиваемся и смотрим на Стамбул. Те Какой? те условия, когда были сорваны мирные соглашения. Какие? 22-го или 25-го года? 22-го. Этот самый. Тогда даже Донбасс на правах автономии рассматривался. А сейчас условия будут еще хуже. Чем дальше в лес, тем хуже условия. Ну, где-то так. Ох, вы, конечно, знаете, тем более, знаете, ну вы так подкинули очень интересную идею. Два слова буквально скажу и пойдем, скажем так, по вопросам, как говорится, прогуляться. А давайте посмотрим на Стамбул-25. Чё далеко ходить? Ладно уже, сколько воды утекло, сколько всего. 25-й Стамбул. Смотрите, на чем остановились? На том, что меморандумами две стороны обменялись. Там тоже было зашито вот это воздушное перемирие, энергетическое, зерновое. Там турки об этом, на это особо делали акцент, да. То есть давайте безопасность, ну вот порты, вот это вот все ограничим. Вот тогда, август месяц, они обменялись меморандумами. Россия предлагает: окей, давайте, 3 подгруппы: военная, политическая и гуманитарная. Наполняем людьми с двух сторон. Ну, понятно, какие-то посредники, типа, ну, турки, наверное, да, или, ну, просто, чтобы там были, чтобы площадку предоставляли. И, собственно, давайте работать. Нам тогда, знаете, что говорили эксперты, которые в этой, кстати, базе 111, которая сегодня всех порвала, это объясним. Есть база с пособниками режима, пропагандистами, воровавшими, получавшими должности от Зеленского. То есть, да, от Ермака, Зеленского, за вот эти... Они наполняются, это волонтеры делают, некоторые неизвестные, да, и сейчас у многих вот этих всех соросят и разных, и не только соросят, ермосят, соросят, у всех как бы пердаки горят, они вот такие: а, как это, нас в базе, вычеркните меня. От самого факта этой базе, это впервые вот этим соросятам, их же салом по их же сусалам, как они Да-да-да. миротворцы там создают всякие эти. И вот это просто, это не пиар этой базы, это я просто говорю, это как вот новость. Нет, пиар они сами ей сделали, когда пошли заявления на нее Да, то написать. есть, смотрите, они просто опубликовали список 26-го года, и все на него возбудились резко, понимаете? А там все на свете. Так смешно. Ну ладно, это как бы отдельно. И вот, понимаете, тогда все вот эти люди, которые сейчас тоже в базе, нам что говорили? Минска-3 не будет, Минска-3 нельзя его допустить. Да елки-палки, вы вообще в своем уме, люди добрые? Хотелось тогда все, ну просто выть хотелось людям, которые маломальски с мозгами, с головой на плечах. Вот если бы были бы вот эти 3 подгруппы, они бы там из-под палки кое-как, но они бы как-то работали, да? То есть, если бы продолжился бы этот двухсторонний формат в каком-либо виде, вот этой катастрофы уже бы не было. Было бы, ну давайте, как-то иначе, ну, в общем, легче было бы, чем сейчас. А так получается, мы просто меряемся очень короткими дистанциями. Неделя, 2. Вот смотрите, полгода назад сорвали Стамбул-2. Получите. Это в том числе и потому, что сорван этот Стамбул-2. Ну, который как бы двухсторонний, понимаете? А люди этого не понимают и говорят: нет, ни в коем случае. Ну вот теперь и пожинают плоды мудрейших решений, очень светлейших умов, которые там рядом с Зеленской, там, с Зеленским в одной кровати или под кроватью, или где они там спят рядом, ну или спали рядом, и вот это вот насоветовали. Значит, друзья, переходим к вашим вопросам, Игорь Владимирович. Так, значит... Вот такие они.
Поехали. Так, Александр, Игорь Владимирович, Александр, инкогнито, пользователь. Фон дер Ляйен предложила сделать Украину стальным дикобразом. Кристалина Георгиева предложила рычать по утрам как лев. Скажите, неужели эти белые господа нас уже вообще за людей не считают? Спасибо за ответ. Честно, и не считали. С 2014 года, когда втюхали нам экономическую часть ассоциации с Евросоюзом, перестали нас вообще считать за людей. Это мы уже в финале трагедии. И еще неизвестно, как мы будем ее разгребать, эту трагедию, как мы будем выходить с этой ситуации, каких усилий и сможем ли мы выйти. Понимаете, они нас просто превратили даже не, ну, сырьевая колония, это мягко сказано, это полигон, действительно дикобраз, смесь ежика и удава с колючей проволокой вокруг, вывозимым сырьем, рабами. Я, кстати, скажу, Александр, у меня друг есть, он владелец одного из агентств по трудоустройству в Европе, в европейской стране. Запросов с Украины на индусов и же с ними, вот, людей нету, работать некому, предприятия, остатки предприятий останавливаются. Это раз. Второе, стальной дикобраз – это как? Когда под крышей СБУшников Запорожья предприятия вырезают на металлолом. Угу. Так, значит, следующий вопрос. Ну вот давайте вдогонку просто из чата трансляции. Если будет черная весна в Украине, людей нет, мужики на фронте. Даже с бензином проблемы уже сейчас. Это я, кстати, подтверждаю. Мне доносятся... Разбавляют ослиной мочой, летят генераторы. Даже тех людей, у которых есть генераторы. Да. Это прям абсолютно. массовая проблема Купить сейчас. хороший бензин сейчас проблема. Ну, там у кого на соляре, у кого на бензине, но в основном все такие маленькие, покупали вот эти польские бытовые, да, там 2-3 киловатта, нездоровые такие. Ну, в общем, но она ж вредная махина, да, зальешь какой-нибудь украинский бензин, а потом они просто летят, и ты его, кучу денег за него отдал, потому что цены лупят X2, X3, X4, а потом, в общем, и без света, и без генератора. Так вот, будут ли посевные проводить? Вообще, с хлебом нормально все будет в Украине, спрашивает пользователь. Посевную будут проводить. Нынешние технологии не требуют большого количества людей для работы, для полевых работ, ну, как это раньше было. Техника позволяет. Позволит ли противник, если не будет остановлена война или какие-то хотя бы ограничения, да, рамки, как мы сегодня говорили, это вопрос висит в воздухе. Я не исключаю, что не позволит. Тактика противника для меня понятна. Вытеснение людей. Угу. Подавливание людей. Так, значит... И я хочу заметить, что все это может закончиться массовыми прорывами границы. Ну, там до границы еще доехать надо. Везде блокпосты, везде ТЦКшники. Там еще надо пробиваться через Снесут. серию блокпостов. Лина Востроилова, вопрос. Требования России не меняются. Европейцы не готовы принять требования. К чему это приведет? Что об этом думают украинцы? Этот вопрос будет решаться на поле боя. И если да, то какое время для этого нужно, на ваш взгляд, Игорь Владимирович? Значит, первое. А кто вам сказал, что условия России не меняются? Анализируя выступления представителей Кремля, Лаврова и других,
я прихожу к выводу, что следующие условия будут хуже. Это раз. Второе. Зеленский хочет решать на поле боя. Но он же на поле боя решает таким образом, чтобы сжечь страну и замести следы своих преступлений, как коррупционных, так и по отношению к людям. Поэтому он пытается это все представить на поле боя. Я, в свою очередь, понимаю следующим образом, что пока Зеленский находится у власти, пока действует эта система власти, выстроенная им, ни мира, ни перемирия, ничего ожидать не приходится. Сколько затянется ситуация, тяжело сказать, потому что все будет зависеть. Россия изменила тактику. Россия выдавливает фактически украинцев с городов. На фронте ситуация выглядит медленное продвижение российских войск, потому что они сосредоточились как раз на тыле, сосредоточились на Киеве, сосредоточились на Днепре, на Одессе, на Харькове, на Чернигове и Сумах. Так. Европа выберет войну с Россией и Украиной. Гренландию сдадут. Кто за нее будет воевать? Но, может, Трамп ее и без боя возьмет? Купит, например. А что с этого Украине? Жанна. Жанна, смотрите, я с вами согласен, никто воевать за Гренландию не будет. Ни Трамп, ни Европа, ни Гренландия, ни Дания. Трамп прогревает ситуацию. Он как бизнесмен подходит к этому вопросу. Я склоняюсь к тому, что, учитывая исторический опыт королевства Дания, что они в один из моментов договорятся и продадут ее, Гренландию. Но ситуация по Украине, чем больше прогревается Гренландия, тем больше ситуация по Украине уходит на второй, да даже не на второй, а на третий, четвертый план. И Давос показательный. Показательный готовился Давос, где центром должна была быть война в Украине, а сейчас все акценты смещены куда? На Гренландию. И сейчас мы увидим еще Трампа, который будет громить этих глобалистов публично на этой площадке. И Украина вообще отойдет. Ну, хотя я не исключаю, что Трамп может выйти и сказать: я предлагал им мир, они выбрали войну. Угу. Вот такой вопрос. Александра спрашивает. Значит, люди, измученные тяжелыми условиями выживания из-за всех решений Зеленского, начиная с 2019 года, терпят все молча, пока они не осознают, что жизнь – это не просто борьба за выживание. Как только у них возникнет потребность в лучшем, в каком-то развитии, а не выживание, а это деградация, в этот момент должен появиться лидер с новой идеей, способный создать необходимый для развития государственный метауровень, которого сейчас просто не существует. Вот, собственно, поэтому все и происходит. Очень толково и очень есть над чем подумать, понимаете? Нам заменили развитие, веру в лучшее, морковкой Европа-НАТО, незламности потужности, над которой все сейчас смеются. Вот я согласен. А никто не предлагает, никто ничего не предлагает, заметили? Смотрите, вы абсолютно правы. Нету дискуссии о будущем. Есть постоянное обсуждение выживания, постоянное навеивание каких-то смыслов, а-ля придет весна и нам потеплеет. Но о будущем никто не говорит. По факту идет демонтаж государственности, идет утилизация нации. Они фактически убивают украинский народ. Они
на фронте убивают, отправляя в эти мясорубки, в прямом смысле этого слова, разрывая кровную связь. Мы говорили о очереди за мигрантами на работу. А плюс в другой сфере убивают духовную связь. Церковь, вера, традиции и так далее, и так далее. Я понимаю, что сейчас как бы не сильно и до праздников, но вы много в этом году слышали колядок, щедривок, вы много видели вертепов, это самое. А нет, все подменяется. Подменяется, и помните, мы говорили с вами о блогерше, да, со Львова, которая записала, говорит, ну а де ж наше українське Різдво? А його украли. Потому что эти анклбенцы, вот это и всю. Да, Uncle Бенцы. Давайте вот такой еще вопрос тоже по этому поводу. Запорожские казаки были защитниками православия, современные потомки его гонят. Советская Украина сделала рывок в самолетостроении, ракетостроении, калибрестроении, металлургии, ну и там перечисление длинное, а наследники пытаются его очернить и забыть. Неужели телевизор и реформа образования смогли так оболванить десятки миллионов, и если просто поменять ретранслятор и нарративы, то население так и останется потребителем информационного дерьма? Возможно, через страдания люди начнут думать головой, научатся делать осознанный выбор на выборах, научатся ценить и уважать историю своей страны, мнение людей с другой точкой зрения, а не строить уродливый желто-синий носовок. Ну, готов подписаться под практически всем, что в этом вопросе действительно желто-синий совок. Действительно, люди, которые себя считают патриотами, несут абсолютную ахинею, даже вот про Рождество, да, по изменению даты Рождества. Вообще ахинею, не понимая, о чем они дискутируют, вот просто какие-то календарики печатают там в постиках, рассказывают, что мы всю жизнь 25 декабря праздновали Рождество. Дорогие друзья, так мы и сейчас, 25 декабря, к вашему сведению, все мы 25 декабря празднуем Рождество. Только одни по григорианскому стилю, а вторые, те, кто православные, остались верны традиции, по юлианскому стилю. А и во время большевистской реформы календаря просто сместилось на 7 января наше Рождество. Вот и все. Но это же объяснить, понимаете, то есть создается такое впечатление, что чем тупее, тем затребованней. Чем это самое и так далее, и так далее. Я скажу так, на самом деле нащадки, наследники запорожских казаков, они не предавали веру православную. То, что происходит у нас в стране, это и в том числе через то, что избрали людей, которые абсолютно, ну, Цукерманы, эти Миндичи, Шефиры, Зеленские, они же вообще, ну, не то, что не о вере, они не о традициях, не о вере, ни о чем. Это, знаете, продукт постсоветской эпохи в самом худшем понимании этого слова. Когда доллар, золотой телец, стал Господом Богом. Угу. И они подменять этим пытаются все остальное. И то, что наш народ повелся на это, избрал это, живет с этим, страдает из-за этого. Да, я надеюсь, что эта страшная, просто страшная трагедия, она приведет мой народ к пониманию ценить самих себя и ценить свои традиции, свою веру и все, что с этим связано, а не строить сине-желтый евро или даже уже и без евро совок.
Так, тут какая-то странная история. Вообще много странного происходит в последнее время. То северное сияние видно отовсюду в Украине. Да и в других городах, ну как-то, ну знаете, как-то так странно это все выглядит, светится. То теплицы говорят, то еще что-то. Мукачево, вот только что сообщили, Закарпатье, землетрясение 2,7 балла. Ну, смотрите, для Мукачева это еще допустимо. Рядом это Карпатская гряда, но когда в лесостепи в Полтавской области землетрясение на землетрясении, вот тут вот стоит задуматься. Да, это прям интересно. Да, тут об орешниках сообщают, тут какое-то землетрясение непонятное, не шибко что большое, 2,7 балла. Ну, в общем... значит, вот такой вопрос. Сколько раз брал деньги в конвертах, будучи депутатом, Мосейчук? Смотрите, Мосейчук деньги в конвертах не брал, и объясню почему. Потому что не было сенсу их Мосейчуку давать. Если бы Мосейчук, возможно, принимал какие-то решения, то, возможно, кто-то бы и предлагал что-то. А так как я постоянно находился в оппозиции к Петру Алексеевичу, то давать мне сенсу не было. Мгм. Так, значит, с чатом трансляции, пожалуйста, давайте пообщаемся. Может быть, стоит открыть границы на Украине, а не предлагать уезжать из городов в деревни? Нет, так смотрите, я за то, чтобы были открыты границы. Я давно говорю за необходимость открыть границы. Я же не говорил, что их не надо открывать. Но тут надо еще понять одну ситуацию. Ребята, вы скажите мне, пожалуйста, а на каком свете сейчас мы находимся? Нас услышат, откроют? Нет. Я уже говорил только что в этом же эфире с Александром, что я не исключаю, что пойдут прорывы границы. Мгм. Так, вот такой вопрос. Какие вопросы сейчас должен задать себе Зеленский, на ваш взгляд? На мой взгляд, Зеленский должен застрелиться. Никакие вопросы ему уже не помогут. А что, тоже были вопросы, кстати, устранение Зеленского физическое мир приблизит или нет, как вы думаете? Я думаю, что лучше, чтобы он застрелился. Мгм. Ну, то есть не станет Это его решение было. Ну, Любое понятно, да. устранение Зеленского – это путь к миру. Мгм. Понятно. Значит, вопрос. Здравствуйте. В 2014 году на Майдане кричали: «Кто не скачет, тот москаль». Актуально ли сегодня сменить речевку: «Кто не рычит, тот москаль»? Спасибо. Ну, что тогда это было из разряда хайпа, что сейчас рычать это, знаете, надо отходить от категории хайпа. Надо идти от Александр правильно поднял и кто-то зрителей визии будущего, стратегии будущего. Вот об этом надо говорить. Так, вы вернетесь в Украину после объявления перемирия, спрашивает пользователь. Да, вернусь, потому что я верю в то, что мир в Украине наступит только после свержения власти Зеленского, которая несет угрозу моей жизни. Вопрос про ПВО. Патриот не смог сбивать хуситские ракеты у саудов. Не мог иранские сбивать в Израиле. Почему вдруг тут должен смочь? Почему все в американскую рекламу верят? Смотрите, не все, нету идеального оружия. Как нету идеального автотранспорта, как нету идеального ничего. Есть наработки
американские, есть наработки российские, есть наработки европейские, есть даже наши украинские наработки. И если бы некоторые деньги на шлагбаумах не звездили, то, возможно, мы бы узнали бы о каких-то наших серьезных наработках, а не о придуманных фламиндичах. Так, значит, ну, там, понятно, Мосейчук брал не конвертами, коробками, вот это вот все. Ну, Блин, вот вы давали, скажите, где прийти за коробку хочу взять. так, много просят комментарий по поводу Юли. Сегодня, кстати, да, и Зеленский тоже. Прокомментируйте суд над Юлей. Сегодня она там апелляцию выбивала себе. И Зеленский же комментировал сегодня Юлю. Тоже говорит, нет никакого политического давления. Ну, хотела она развалить коалицию, ну, депутаты держатся. Зеленский фактически сегодня признался в том, что это дело имеет абсолютно политический подтекст. Я кратко по Юле скажу так. Я не верю ни в какие юридические перспективы этого дела. Почему? Объясню, Александр. 40 тысяч, которые нам показали, не имеют никакого отношения к этому делу. Денег никто никому не передавал. Факта передачи денег не то, что никто не задержан при этом, он даже не отфиксирован, ну потому что его нет. Были или не были разговоры, это еще экспертизам надо установить. То есть, а Зеленский сейчас фактически своим высказыванием о том, что Тимошенко желала развалить коалицию, дает ей карт-бланш. Я думаю, что завтра Юлия Владимировна выйдет на трибуну и скажет, вот он, да, я хотела. Ну так она оппозиционер, это ее работа развалить коалицию. Ой, это да. Значит, почему украинцам не последовать по примеру молдаван и переименовать украинский язык в польский? Ну потому что украинский язык это не польский язык. Мгм. К вашему сведению, реально румынский язык – это молдавский язык. Ну, для вашего понимания, было господарство молдовское тогда, когда Румынии в проекте, ну, не было, понимаете? То есть в проекте ее еще не было. И язык как раз пошел с Молдовы, тот, который сейчас называют румынский. Украинский язык абсолютно отличный от польского. Хотя А, и имеет запозычені слова. Так, кто их не имеет. Значит, Но их имеют все языки. И в каких отношениях, Игорь, вы с Тимошенко? Как смотрите на то, что сейчас появились люди, которые ее поддерживают, хотя она начала говорить правду только после того, как ей прижали хвост? у меня нету отношений с Юлией Владимировной, ни политических, никаких. Но я хочу сказать так, друзья, я готов поддерживать любого человека, который будет выступать против режима. А потом на выборах, пожалуйста, вспомните Юлии Владимировне, что только когда клюнули ее в одно место, она заговорила о фашистском режиме, ну и так далее, и так далее. То есть моя позиция следующая. Если Тимошенко, Порошенко, либо кто-то другой будут делать для смещения режима и для того, чтобы остановить войну, какие-то усилия, я их в этом, ну именно в этом, я их готов поддержать. Но это не означает, что я политически солидарен с ними, что я разделяю их идеологию или еще что-то. У меня есть ряд друзей, с которыми у меня абсолютно разная идеология, разное видение, там мы дискутируем часто, но это
ну, люди, которые все равно в оконцовке видят мир, видят Украину действительно сильной, мирной, процветающей страной, а не вот это все. Поэтому, если Юля предпримет шаг, который будет приближать окончание войны, моя поддержка в этом шаге будет стопроцентной. Игорь Мосейчук был моим собеседником сегодня. Я благодарю за время и мысли. Спасибо вам, Александр. Спасибо нашим дорогим гостям, зрителям. Друзья, поддержите канал Александра, подсанкционный канал. Поддержите подпиской, лайком, репостом, комментарием. Я, кстати, читаю, даже отвечаю, если успеваю на некоторые. И будет вам счастье, будет всем нам мир. И будем жить, друзья. Берегите себя, добра и света, несмотря ни на что. Как бы цинично это ни звучало, ну, просыпаются люди. Добра Просыпаются. и света. Света и добра. Увидимся обязательно. До скорого.